Всем привет! И это видео о 6 этапах ортодонтического лечения. Итак, вы решили заняться прикусом и поставить брекеты. Предположим, что с врачом и клиникой вы уже определились. Осталось узнать, можно ли поставить брекеты прямо завтра, какие, в принципе, этапы подготовки существуют перед установкой брекетов и что от вас потребуется. Обо всем этом в нашем видео. Этап номер 1 – консультация. На ней вы знакомитесь с ортодонтом и вправе рассчитывать на предварительный диагноз и план лечения, который может быть скорректирован в процессе диагностики, если появятся какие-то новые данные. Во-вторых, ортодонт обсуждает с вами все организационные моменты, финансовый план лечения и, конечно же, отвечает на все ваши вопросы. Если консультация получается короткой и скомканной, то это повод задуматься и посмотреть наше видео о выборе ортодонта. Этап номер 2 – это диагностика. На нее вы приходите уже со снимками, на которые на консультации вам дали направление. Обычно это конусно-лучевая томограмма, то есть КТ, или ортопантомограмма, но это не очень уже современная история. И второе – это ТРГ в боковой проекции. Это основные снимки, так сказать, джентльменский набор. Кроме того, ортодонт делает фотопротокол, то есть фотографирует ваши зубы со всех сторон ему необходимых. И чаще всего, как дань традициям, снимаются оттиски, делаются гипсовые модели челюстей. Более подробно о диагностике и всех дополнительных методах можете посмотреть вот в этом видео. Единственное, что оно больше для начинающих врачей. Обычно врач берет около недели на составление плана лечения. Все зависит от того, насколько подробно это все производится и насколько врач загружен, естественно. Далее наступает этап номер 3, это обсуждение плана лечения. Чаще всего это бесплатный прием, который, тем не менее, очень важен. В нем вы должны найти полноценный контакт с вашим ортодонтом, и он должен в деталях рассказать вам, какое вам предстоит ортодонтическое лечение, какие у него будут этапы, какие понадобятся дополнительные аппараты, если они будут нужны, например, те же мини-венты или что-либо еще. Какие могут быть сложности и какие есть альтернативные варианты, если они имеются. На этом этапе вы уже должны четко понимать, что вот конкретный ортодонт и конкретный план лечения вас устраивают, у вас не должно быть никаких сомнений. После этого уже можно соглашаться и назначать дату установки брекетов и вносить аванс. Как вы уже поняли, этап номер 4 – это установка брекетов, но она возможна только если к этому моменту вся предварительная подготовка к ортодонтическому лечению уже была проведена. То есть ротовая полость санирована, то есть все зубы вылечены, зубы мудрости, если их надо было удалить, удалены, если не надо было, оставлено, естественно. О зубах мудрости сняли отдельное видео. И далее, соответственно, мы ставим брекеты. Что касается брекет-систем, то вы их выбираете на обсуждении плана лечения, и можно выбирать либо простой надежный металл, который к тому же еще максимально недорог, либо что-то более эстетичное. Что касается установки, то я чаще всего брекеты фиксирую вначале на одну челюсть. Во-первых, так проще и врачу, и пациенту, а во-вторых, чаще всего объем работы на верхней и на нижней челюсти различен. То есть нам незачем совершенно ставить брекеты одновременно и наверх, и вниз, если, например, наверху работы на 20 месяцев, а внизу на 15. В этом случае вы 5 месяцев просто проносите брекеты внизу без какой-либо полезной работы, так как в самом конце нам брекеты нужны на обеих челюстях, чтобы выстроить оптимальный прикус. Обычно перед установкой клиника попросит с вас предоплату и закажет брекеты. Размер предоплаты, естественно, везде разный. Срок поставки брекетов также варьирует от конкретного вида брекетов и региона. Обычно это от 2 дней до недели. Поэтому обычно время от консультации до фиксация брекетов составляет около 2 недель, если делать все так в среднем ритме. Если в режиме максимальной спешки все делать, то это время может сжаться до недели. Например, если вы куда-то хотите уехать или что-то подобное предстоит. Но, тем не менее, обычно с ортодонтией лучше не спешить. И опять же, эти сроки актуально только для тех случаев, когда все зубы вылечены и все полностью подготовлено для брекетов, что очень часто не так. Именно из-за длительной подготовки нередко момент от консультации до установки брекетов растягивается на несколько месяцев и иногда даже больше. После установки брекетов наступает 5-й этап, это плановая активация.
Это то, что необходимо сделать ортодонту для того, чтобы ваше лечение двигалось в правильном направлении и с оптимальной скоростью. Сюда входит и замена дуг, и всего навесного оборудования, и переклейка брекетов при необходимости, выдача эластиков, установка накладок и вообще все, что делает ортодонт. На плановые активации вам придется ходить в среднем раз в месяц. Интервал колеблется от 3 до 6 недель, но врач вправе его менять по своему усмотрению. Соответственно, для лигатурных брекетов этот интервал обычно не более 3-4 недель, для самолигирующихся брекетов это в среднем 4-6 недель. Про то, как устроены брекеты, что там есть, кроме самих брекетов и дуги, вы можете посмотреть вот в этом видео. Что касается увеличения времени между интервалами, то это в большинстве случаев возможно, особенно в случае, если у вас стоят самолигирующиеся брекеты, но нужно понимать, что пропорционально будет увеличиваться общее время лечения. И пункт номер 7 – это завершение ортодонтического лечения, снятие брекетов и ретенционный период. Обо всем тоже есть отдельное видео, подробно все обсудили. Ретейнеры, что это такое? Это тоненькая проволока с внутренней поверхности зубов передних 6, которая клеится на композит, то вещество, из которого делает пломба, и удерживает передние зубы в том положении, в котором ортодонт завершил ортодонтию. Так как даже при достаточно длительной ортодонтии зубы полностью не будут стабильны первые несколько лет. Ретенционный период обычно длится от 3-5 лет и более, в зависимости от ситуации, от того, насколько качественный получился результат ортодонтического лечения и индивидуальных особенностей. На этом все. Подписывайтесь на наш канал и ставьте колокольчик. Мы расскажем о том, о чем не успел рассказать ваш ортодонт. До встречи!